И вот в таком месте будет находиться у нас наш семейный канадец. Скоро будет разрабатываться площадка, заливаться фундамент. Будет цокольный этаж мощный залит под всем домом. Ну, а через месяц привезем уже сруб, будем ставить. Самое интересное, то что здесь у нас вообще, можно сказать, в черте города будет находиться наш кедровый сруб. Заказчик выбрал это место, ну, каждому свое, то есть кто-то живет в муравейниках, вот в этих бетонных, которые тут повсюду. Значит, ну, а заказчик будет жить в кедровом срубе в своем доме на земле. Каким-то чудом деревенька оказалась, что ее еще до сих пор не застроили. Здесь прудик, лес, детская площадка вот сзади меня. Посмотрим, как пишется. Я думаю, что будет супер.
Итак, вот мы уже в Одинцово на сборке семейного канатца. Сейчас у нас на стадии мансардного этажа процесс сборки происходит. Первый этаж ребята собрали. Вот, немножко его подвело, так как сруб стоял на площадке у нас где-то около года в общей сложности. Вот, поэтому мы видим стяжные ремни, то есть подтягиваем где-то вот эти изгибы там, где его чуть-чуть подвернуло, исправляем. Вот, но в целом хорошо. Первый этаж собрался хорошо. Сейчас идет подготовка у нас под пост-энд-бим. Очищаем все от снега, выдалбливаем гнезда, где-то есть лед. Вот, и будем собирать. И краткое содержание ролика. Сейчас мы это все быстренько собираем под музыку. Вот, далее будет обзор первого этажа. Пройдемся, посмотрим комнаты, какая планировка, где чего находится. Вот, то есть, ну и как бы общая информация по срубу тоже расскажу, из какого диаметра там и так далее. Вот, потом, не знаю, заказчик согласится интервью дать или нет, ну, тоже будет неплохо. Вот, если, значит, не будет интервью, тогда следующим этапом у нас будет сборка пост-энд-бима подробная. То есть это как дополнение к пособию, которое мы планируем все-таки отснять, пособие по пост-энд-биму. Конечно, основная часть, самая такая, это будет на площадке, где все будет подробно показано, как он рубится, пилится, из бревна собирается. Вот. Но здесь это будет как дополнение, сборка уже на фундаменте. То есть тоже очень важная часть, как утеплять, как, значит, подгонять детали, вот, чем крепить, вот, ну и так далее. Вот, поэтому будем пробовать сейчас снимать. Значит, минус 20 градусов у нас здесь, в Москве, в Одинцово. Вот, все заледенело, но ничего, боремся. Я думаю, что все будет нормально. Поехали!
И немного общей информации о самом доме. Жилая площадь 350 квадратов, это первый и второй этаж. Значит, первый навес здесь гаражный, второй на той стороне, на противоположной, это для отдыха терраса. Значит, входная группа, крыльцо с эксклюзивными столбами. Первый этаж у нас 36-38, канадская чашка с затесом, седловидный замок, скрайбинг с завешиванием, рубилось. Второй этаж пост-н-бим, диаметры 48-50, с камлевыми, так скажем, остатками. То есть подбирали бревна на выносы, на слеги, на коней. Плюс Сергей Черкесов подрезал еще. Получилось вот так вот фактурно, как мы любим делать. Красота. Почему канадец? Потому что первые, кто привнесли, кто стали делать именно вот такие строения, это оттуда мы взяли. То есть, видимо, у них там с творчеством как бы получше, чем у нас в России. Вот нет таких проблем. И они как бы начали придумывать новые формы архитектурные, какие-то штуки, фермы какие-то, там пост-н-бим и прочее. Вот. И в нулевых годах мы это все подсмотрели у них и тоже стали внедрять у нас в России. Вот. Поэтому канадец. Значит, почему бюджетный? Потому что, ну, как бы здесь можно еще более навернуть по эксклюзиву, да, так скажем, привнести. Так, чтобы он еще был брутальный, более мощный, более каких-то расклешенностей добавить, резьбы еще добавить, скульптуру еще добавить сюда. То есть есть куда развиваться, так скажем. Но это, соответственно, и дороже будет. Хотя заказчик сюда внедрил, то есть мы здесь и так по максимуму сюда привнесли, как и в архитектурном плане. То есть все, что надо для жизни здесь от гаража, да, от навеса, там, гаража и вплоть до парной. Вот здесь все в этом доме все присутствует. Пойдем по особенностям, посмотрим, что внутри. И здесь у нас вход в дом. Значит, крыльцо небольшое, но очень уютное. То есть прям ощущаю здесь себя очень комфортно. И интересное решение. Интересное решение — подъем. Сам подъем, вот этот вот спуск. Вот он позволяет нам проходить под балкой вот этой арочной и не цеплять. Как бы, может быть, мы и так не цепляли, но все равно было бы как бы низковато. Если бы здесь была плита ровная, вот, и спуск шел бы от нее, от края плиты вниз на землю, вот, то уже было бы не так комфортно. Вот здесь мы спокойно проходим. Столбы фактурные с капами, значит, с резьбой. Они, конечно же, убираются просто, ну, ведь когда идет заготовка, мы это откладываем в сторону, сушим, значит, антисептируем. Вот. И потом, когда у нас возникает какой-то объект, мы предлагаем заказчику и уже внедряем. Заходим, поворачиваем направо, попадаем в гараж. Гараж 4×5 примерно, полностью облафеченный, с видовыми потолочными балками круглыми. И внутри есть перерубы. Перерубы есть, но они также минимальные. Вот они, 2 штуки. Лафет торчит на 15 сантиметров от края стены, как я уже говорил. Для того, чтобы сохранить прочность сруба, но также сохранить максимально большое пространство. Вот здесь вот 15 сантиметров отсюда до стены. Но угол держит. В этом плюс. Окошко. И выходим. Также видовая ферма. Входная группа. Навес под машину. Напротив меня ворота. Въезд. И заходим уже в сам дом. Здесь у нас прихожка, раздевалка, может быть, здесь крючки какие-то, вешалки. Направо в гараж. Дальше зашли, и перед нами открывается удивительный вид на дерево и на ферму.
Здесь пока закрыто, это у нас вход в цоколь, цокольный этаж. Дерево это у нас также сибирский кедр, диаметр здесь около 40 сантиметров, не толстый, сучкастый, еще и ветвистый. То есть это макушка кедровая. Вот. При заготовке сам лично приезжал и смотрел, вот как это дерево у нас падало, и попросил ребят аккуратней валить, чтобы сохранить верхушки. Вот. Так как при ударе о землю масса большая, мерзлая, все зимой валится, при ударе все просто ветки все отлетают. Вот. Ну не все, а имеется в виду вот такие вот толстые. Вот. Они ломаются. Здесь у нас бездомкратная система установки. Вот. Специально так задумал, чтобы заказчику не приходилось крутить, там лазить там под полом и так далее. Вот. То есть вверху гнезда в коне посадочные. Вот. Они с запасом на усадку. Порядка 20 сантиметров усадки. Сруб у нас сядет. Вот. Туда есть куда заходить. Все. Очень удобно, красиво. Заказчику сфотал дерево, когда заготовили. Сфотал, отправил. Вот он говорит, дерево зашибенное, будем ставить. Ну вот, в принципе, все удачно получилось. Второй эксклюзивный момент здесь в зале в гостевой. Это у нас наша ферма декоративная, силовая, с мощным расклешенным столбом подвесным. Значит, заказчик сказал, ну поздновато, можно было бы пробить еще канал, просверлить для электрики, чтобы вывести сюда люстру какую-нибудь, повесить, фонарик. Вот. Это уже, как говорится, хорошая мысля приходит опосля. Вот. И когда установили, только нам про это сообщили. Поэтому, в принципе, на будущее будем иметь в виду, если кому-то надо, говорите сразу, будем сверлить. Вот. Ну, в принципе, даже и в этом варианте еще можно это сделать. Только надо длинные сверла с муфтами, с доставышами, чтобы пройти насквозь. Также отсюда у нас вид на панорамные окна с постенбимовскими столбами, с протесками. Вот, два столба безусадочных, точнее говоря, усадка будет автоматически происходить, тоже бездомкратные. У нас там пазы, как мы видим, и сруб будет в них потихоньку опускаться. Наверх смотрим, видим фактурного коня шикарнейшего. Вот, то есть, ну, вот такое вот большое панорамное окно. Соответственно, конечно же, здесь везде второй свет. Вот, будет подшивка, там вагонка или еще что-нибудь там заказчик определится. Вот. Ну и интересный вид, конечно же, отсюда на Москву. Такой контраст. Здесь у нас дерево, все такое натюр. Там у нас высотки бетонные. И из зала налево, если мы поворачиваем, попадаем в кухню. Кухня у нас протесана, угол протесан для установки мебели. Здесь стеночка круглая. Видовые балки также присутствуют. И вот оно, наше бревнышко, которое сломалось, пошло под замену. И из зала попадаем сюда направо, попадаем в спальню. Спальня примерно 5×3 помещение с серьезным большим окном. Балки.
И опять же отсюда же поворачиваем еще левее. Идем по коридору. Видим две двери с простеночком. Заходим в первую. Здесь у нас парная планировалась. Привезли брус, но заказчик еще определяется. Может, как-то по-другому здесь обыграет. Может быть, цельное помещение будет. Вот одна балочка видовая там в парной. Вот здесь планировался переруб из бруса. Сюда вправо смотрим. Здесь у нас кабинка душевая, унитаз. Также планировался, но посмотрим, как оно потом решится. Все. Простенок без перерубов, просто на штробных брусках. Далее потом будет стоять на обсадных коробках. И выходим, идем на террасу для отдыха. С видовой фермочкой. Столбиками. Ну вот, на этом мы закончим нашу сборку семейного канадца. Значит, в этот раз у нас не обошлось без казусных моментов. Их было даже больше, чем обычно, в несколько раз. Это и сломанное бревно, и фур у нас не хватало. Пацаны ждали, тут недели-две сидели. И снеговой этот коллапс, тут все замерзло, заледенело, потом оттаяло, потом опять замерзло. Вот. Так что и по фундаменту были нюансы. Колян тут его отпиливал, что-то тут равнял. Вот. Но совсем справились, всех победили, все сделали. Сруб стоит идеально, я считаю. Есть маленькие нюансы, но в принципе можно на них глаза закрыть, так как я уже говорил, что сруб очень долго стоял просто на площадке. Все. Всем спасибо, кто принял участие. Отправляемся домой. Компания ЧЕ поздравляет всех с наступающим и уже наступившим новым 2022 годом. Всем добра, удачи, творческих успехов, здоровья, всего-всего-всего. Че, пацаны, что-нибудь скажите? Да все отлично, поехали Рады домой. то, что закончили, то, что довольный заказчик, что все сложилось хорошо. Да, Все заказчик довольны. безмерно счастлив. И мы очень рады, что на еще одного человека стало больше, кто осуществил свою мечту в плане кедрового сруба. Все, едем домой. Всех с Новым годом. Пока. Так нормально? Да, нормально. Помахали. А вроде ничего.